Курс корабля лежал через южную часть Тихого океана. Большую часть пути все было спокойно. Паруса радостно развивались на попутном ветру, приводя судно по намеченному курсу. Нос плавно разрезал синюю воду, что играло яркими бликами на солнце. Настроение у всех было приподнятым. Особенностью этого рейса было то, что на корабле присутствовали две маленькие девочки, дочки одного из моряков, который перевозил их на новое место жительства. Они плыли из Австралии к островам Новой Каледонии. Через 5 дней пути, в ночь на 6-й, в небе ударила первая яркая вспышка. Затем последовал мощнейший раскат грома. Начался шторм. Волны били небольшое судно с такой силой, что трещали мачты. Всю палубу заливало водой. Дети сидели в маленькой каюте, в которой их оставил отец, и послушно ждали его возвращения. Тем временем шторм усиливался, и корабль перестал поддаваться управлению. Его швыряло из стороны в сторону, то сбрасывая, то поднимая на волнах. С палубы доносились крики, хлесткие удары воды. Раздался вопль, выделяющийся из общего шума. Рифы! Почти сразу последовало столкновение, которое вывело из равновесия девочек. Обе упали на пол. Корабль резко встал. В каюту забежал отец. Его одежда была насквозь мокрой, лицо покрыто кровью, но в глазах была твердая решительность. Он поднял дочерей с пола и потащил за собой на палубу. Перед ними открылось страшное зрелище. Многие были ранены. Кто-то лежал без движения, кто-то корчился от боли и пытался встать из соленой воды, огнем заливающейся в раны, а кто-то еще предпринимал попытки спасти судно. Однако все было тщетно. Нос корабля наклоняло куда-то влево, и добрая его часть уже скрылась в воде. Отец вел своих детей к единственной уцелевшей шлюпке. Они вцепились ему в руки и тряслись от страха. Когда он с несколькими матросами спустил их на воду и сам уже готовился залезть, очередная волна ударила в корабль с новой силой. Лодку отбросило. Все происходило очень быстро. Каждая волна уносила шлюпку на несколько метров от судна. Старшая девочка изо всех сил пыталась грести обратно, но сил справиться с бушующим океаном не хватало. Ее сестра плакала и срывающимся голосом звала отца. Ослепляющие вспышки молний на мгновение освещали удаляющийся корабль. В одну из таких вспышек младшая девочка вдруг перестала кричать и застыла в ужасе. Вторая увидела ее взгляд, повернулась в сторону корабля и начала всматриваться в темноту. Небо разрезало белая молния. Они увидели, как тонущее судно поднималось вместе с бурлящим морем. То, что казалось рифами, теперь восставало из воды и вырастало над пенасом. Тьма. Снова вспышка. Это нечто поднялось во весь рост и надвисло над кораблем, который теперь казался несоизмеримо маленьким. Еще одна вспышка. Корабль пропал из виду, и теперь над волнами возвышался только пугающий силуэт. Раздался оглушающий вой. А затем чудище начало погружаться обратно в пучину. Потом наступило забвение. Утро началось с палящего солнца и бесконечного голубого пространства, такого немого и неприветливого. На лодке не было ни еды, ни воды, а пить хотелось ужасно. Сил грести тоже не было, да и непонятно было, куда грести, поэтому лодка просто дрейфовала по волнам. Девочки старались успокаивать друг друга, но получалось это с трудом. Синева давила на них. Не было ничего, кроме воды, способной их убить. С наступлением ночи они снова услышали вой чудовища, но увидеть его не смогли. Однако, через несколько минут, на абсолютно спокойной морской глади, до них дошла волна, чуть не перевернувшая лодку. На следующий день все началось с истерики одной из сестер. Вторая пыталась ее утешить, но потом поняла, что та плачет не из-за произошедшего. Их лодка просто стояла на месте и покачивалась на легких волнах. Ни одного дуновения ветра не было. Настал абсолютный штиль. Это было осознание того, что они полностью обездвижены и беззащитны, наедине с чем-то огромным и неизвестным. Примерно к полудню устоялась такая жара, от которой хотелось прятаться, бежать. Казалось, что солнце добирается до самых костей. Чувство жажды уже перерастало во что-то больше, чем просто желание пить. Ночь, и снова где-то вдалеке слышен пронзающий душу вой. Им нужно было отдохнуть, потому что силы уже были на исходе. Но он не давал спать. Он не давал спать вообще. Еще один день нескончаемой пучине. Младшая девочка попыталась выпить морской воды. Старшая еле успела ее остановить. Лодку снова подхватили волны,
и теперь их вновь куда-то несло. Хотелось плакать, но казалось, что слез уже не осталось, словно весь организм иссох, сознание мутнело. Уже было непонятно, спят они или просто бредят. Когда солнце село и темнота захватила все вокруг, девочки услышали вдалеке громкие всплески воды. Что-то огромное, темное выныривало из глубины и погружалось в нее. Это снова было оно. Они сели на днище лодки и, аккуратно выглядывая из-за борта, всматривались в волны, которые сверкали в свете луны. Лодку начало раскачивать на волнах. Затем, прямо под ней, начали появляться пузыри воздуха, словно вода закипала. Сестры свесились с края лодки и посмотрели вниз. Прямо под ними проплывало то, что и вызывало эти волны. Из-за темноты они не могли понять, какого размера это существо, до тех пор, пока оно не открыло глаза. Девочки сидели в обнимку и боялись издать лишний шум, чтобы их не заметили. Звуки воды заменил крик. Громкий, очень громкий. Он заставил детей схватиться за уши. Эти звуки вводили в невероятный ужас. Сначала сознание потеряла младшая. Старшая еще паниковала. Но потом оно покинуло и ее. Это был 4-й день неизвестности. Она сидела на полу шлюпки, обхватив колени руками, и смотрела на младшую сестру. Она уже слишком долго спит. Нужно ее будить. Но девочка никак не реагировала на попытки пробуждения. Однако она дышала. Вдруг над головой раздался пронзительный, звонкий крик. Было похоже, что кричит женщина или ребенок. Девочка тут же подняла голову и сразу поняла, в чем дело. Над их головой кружилось несколько чаек. Они были похожи на стервятников, что ждут смерти своей жертвы. Только до нее дошла и хорошая новость. Чайки не улетают слишком далеко от суши, а значит, есть шанс. Она вскочила на ноги и начала оглядываться по сторонам, высматривая заветное спасение. Но ничего не было видно. Страх поплыть не в ту сторону не давал ей взяться за весла, поэтому она решила просто ждать, пока чайки улетят, чтобы направиться вслед за ними. Через несколько часов младшая девочка пришла в себя. Она была сильно обезвожена и медлить было нельзя. Когда сестра немного привела ее в чувство и уже готова была начать грести, случилось то, что дало им еще одну надежду. Шанс выиграть время. Пошел дождь. Они радовались ему, как ничему другому. Чайки начали улетать, и пока старшая садилась за весла, младшая набирала воду в небольшое ведерко, которое находилось в лодке на случай течи. Так продолжалось чуть больше часа. Потом дождь закончился, и небо снова стало ясным. На синюю бездну опускались сумерки. Но девочка отчаянно продолжала грести. Страх за сестру и надежда на спасение давали ей сил. Она периодически делала маленький глоток воды и продолжала плыть. На веслах уже начали оставаться красные следы от стертых рук, но она плыла. Младшая же стала во весь рост и смотрела вдаль. 10 минут, 20, час, 2 часа. Ничего. Старшая понимала, что тратит абсолютно все оставшиеся силы. Второго шанса не будет. Радостный крик сестры дал ей сил на последний рывок. «Эй, смотри! Смотри! Там земля! Земля!» Повернулась, и усталая улыбка расплылась по ее лицу. Смогла. Осталось всего несколько километров, а потом тьма. Она обмякла, выпустила весла из рук и свалилась с лавки. Очнулась от того, что на ее лицо брызгает вода, летящая во все стороны от неумелой гребли. Младшая сестра изо всех сил пыталась плыть дальше. Получалось у нее плохо, но они уже были почти на месте. «Давай я уже отдохнула», — слабым голосом сказала старшая, и, пересадив девочку на свое место, снова села за весла. Она подгребала к этому острову. Солнце уже давно скрылось за горизонт. На чистейшем небе власть перешла к звездам и серебристой луне. Это было похоже на сказку. Лишь звук рассекаемой лодкой воды нарушал гармоничную тишину и пугал живущих близ острова обитателей. Этот звук будил то, что совсем их там не ждало. Они были так близко, но